Привет, я доктор Берг. Поговорим вот о чем. Бывает, что у человека изношен хрящ в колене, и кости буквально трутся друг от друга. Но его не слишком тянет на операцию, и он хочет максимально оттянуть этот момент. Мы обсудим, что тут можно сделать. Ситуация кажется безвыходной. Допустим, у вас лишний вес, и вам нужны физические нагрузки, но это невозможно из-за сильной боли в коленях. Так вес не сбросить. Вы между молотом и наковальней. Что же делать? Можно действовать в 3 направлениях. Во-первых, добиться симметричности коленей. Очень у многих людей правая нога и левая нога немного различаются. Одна нога может быть чуть длиннее другой. В результате колени испытывают давление. Из-за этого наступает разлад. Если вы добьетесь, чтобы при ходьбе ваши ноги были одинаковы и не было никакого дисбаланса, то это значительно снизит напряжение, которое испытывает коленный сустав. Некоторым даже не понадобится операция. Я дам ссылку на отдельное видео, в котором эта проблема обсуждается подробно. А сейчас очень коротко расскажу, в чем суть. Большинство людей совершает одну и ту же ошибку. Они смотрят на ступни, видят, что одна нога короче. Допустим, эта нога у вас короче, и вам дают вставку для обуви, чтобы выровнять длину ног. Это большая ошибка. Обычно одна нога короче другой из-за того, что одно бедро выше другого, поэтому одна нога кажется короче. На самом деле длина одинаковая, просто бедро выше. Бедро с одной стороны выше, позвоночник искривлен. И если положить вставку под пятку короткой ноги, то мы поднимем это бедро еще выше и лишь усилим асимметрию, дисбаланс между левой и правой сторонами. Ориентируйтесь по бедру, сделайте рентген или попросите кого-нибудь взглянуть. Померьте от ремня или от пояса брюк. Ориентируйтесь по бедру. Итак, предположим, вы посмотрели и увидели, что левое бедро ниже, чем правое. Вставка нужна под более длинной ногой. Положите в обувь небольшую вставку. Я помогал пациентам это сделать, и у них полностью исчезала боль в колене, просто от выравнивания ног. Так что корень проблемы — таз. Может, вы когда-нибудь упали боком на копчик, и с тех пор таз в неправильном положении. Это первое. Под видео есть ссылка на полное видео о том, как такое исправить. Второе. Обычно боль в колене можно снять с помощью замечательной акупрессуры. В описании будет ссылка на подробное видео. Если у вас болит только один сустав, а сустав в другом колене вас не беспокоит, работайте с мышцами на противоположной стороне, расположенными выше колена. В описании есть ссылка на видео, чтобы вы увидели, о чем я тут толкую. Но если у вас болит только одно колено, а не оба, если же у вас болят оба колена, вам эти видео смотреть не обязательно. Еще раз, если у вас болит только одно колено, посмотрите это видео. Это очень вам поможет, потому что, уравняв колени с помощью акупрессуры, вы тут же сможете ослабить эту боль. И третье. Снижение воспаления. Если хрящ изношен, у вас наверняка сильное воспаление в коленях. От него нужно избавиться, прежде чем приступать к упражнениям, ходьбе или чему-то такому. Обычно бывает так, что люди, у которых изношен хрящ, страдают избыточным весом. Его нужно убрать. Предположим, это ваш случай. Может и нет, но если это так, вам повезло, потому что лучшее, что вы можете сделать, это начать диету, которая устраняет инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — главная причина высокого уровня инсулина. Отсюда жир на животе и застрявший метаболизм. Нужно придерживаться диеты, которая поможет это исправить. И это сильно уменьшит воспаление. Это мощная диета, серьезные изменения. Она нужна вам, если у вас изношен хрящ в колене. Быть может, у вас получится настолько уменьшить воспаление и боль, что даже при изношенном хряще вы сможете спокойно ходить, не испытывая боли. Такое бывает сплошь и рядом. Особенно это касается воспаления. А еще отеков. К тому же вы сбросите вес. 85% лишнего веса можно убрать с помощью диеты. 15% упражнениями. Так что нам в любом случае пока упражнения не нужны. Сейчас я вкратце расскажу, что вам нужно делать, и дам под видео пару ссылок.
Для начала ешьте 3 раза в день, никаких перекусов. Почему? Это интервальное голодание. Чтобы продержаться между приемами пищи, добавьте немного полезных жиров. Это утихомирит голод. Перекусы между приемами пищи и ночные перекусы перечеркнут все ваши усилия. Избавьтесь от привычки есть понемногу 5-6 раз в день. Ешьте 3 раза в день и все. Нужно есть много зелени и овощей, потому что в них есть витамин С, который нужен для выработки гормонов, устраняющих воспаление. Все гормоны, устраняющие воспаление, вырабатываются надпочечниками. Для их выработки нужен витамин С как прекурсор. Вам нужно есть много зелени и овощей, и белок, но не слишком много. И довольно много полезных жиров с каждым приемом пищи. Итак, начинайте с 3-разового питания. Потом, когда привыкнете, переходите на 2-разовое. Не ешьте утром, продержитесь до самого обеда, а вечером поужинайте. Вот ваши 2 приема пищи. И дальше вы не едите от ужина до следующего обеда. Это поможет устранить проблему с инсулином, потому что инсулин подскакивает во время еды. И если мы снизим инсулиновую нагрузку, воспаление значительно ослабнет, и боль в коленях пройдет, и вы сможете отложить операцию. Итак, много зелени и овощей. Вот что вам нужно делать, если у вас изношен хрящ в колене, и вы хотите как можно дольше не ложиться на операцию. Спасибо за просмотр.